Эта история произошла с дедом по имени Илья Сергеевич. На старости лет он остался совсем один. Все его ближайшие родственники давно ушли из жизни, а внука, которому он очень доверял, не было рядом. Илья Сергеевич самостоятельно проживал в своем стареньком доме на окраине маленького городка. Ему было уже 73 года, и он не в состоянии преодолевать трудности и испытания жизни так легко, как когда-то. Огромные потери в его семье оставили его в печали и одиночестве. С каждым днем, проведенным в тихом уголке его старого дома, он все больше осознавал свою безутешность и уязвимость. Илья Сергеевич часто вспоминал времена, когда его дом был наполнен смехом, теплом и счастьем любимых родственников. Долгие годы он собирал каждую копейку, чтобы обеспечить свою старость. Он был порядочным человеком и никогда не просил ничьей помощи. Однако судьба нещадно испытывала его терпение и доброе сердце. Его внук по имени Михаил взял на себя ответственность выплачивать кредит, который Илья Сергеевич оформил в банке на лечение своей покойной жены. Вначале Михаил регулярно выплачивал сумму, но внезапно исчез, оставив дедушку в безвыходном положении. Кредиторы требовали деньги, но у Ильи Сергеевича их не было. Он оказался погрязшим в долгах и не знал, как выбраться из этой неприятной ситуации. Илья Сергеевич старался сделать все возможное, чтобы найти внука и разобраться в произошедшем, но все его попытки были тщетными. Однажды к его дому приехали коллекторы, представляющие интересы банка. Они требовали выплатить долг, угрожая конфискацией имущества. Илья Сергеевич был в отчаянии и не знал, что делать. Он не мог позволить себе потерять свой дом, который был единственным, что осталось у него в жизни. Коллекторы стучали в дверь и требовали, чтобы Илья Сергеевич открыл. Но он не мог себе позволить впустить их внутрь. Зная о своих долгах, он боялся, что они заберут все, что у него осталось. Единственное, что он мог сделать, это не открыть дверь и ждать, что ситуация разрешится сама собой. Однако коллекторы, оказывается, не собирались уходить без своего долга. Они начали поджигать дом Ильи Сергеевича. Огонь быстро распространялся, и старый деревянный дом был подвержен разрушению. Дедушка понимал, что потеряет все, что было у него, и ему придется начинать все сначала. Внезапно из леса выбежал волк. Насторожившись от запаха горящего дома, он решил проверить, что происходит. Увидев бандитов, поджигающих дом, волк решил вмешаться. С храбростью, характерной для его породы, он набросился на преступников, отвлекая их внимание. Коллекторы были изумлены и испуганы нападением волка. Он быстро разогнался и сумел сбить одного из бандитов с ног. Тот, испугавшись, решил бросить своих сообщников и убежать, не дожидаясь вмешательства полиции. Илья Сергеевич смотрел на все происходящее через окно, не веря своим глазам. Волк, казалось, понимал, что нужно помочь дедушке и ликвидировать угрозу, которая висела над ним. После нападения волка коллекторы побежали прочь, оставляя свои зловещие планы в прошлом. Илья Сергеевич был безмерно благодарен волку за его спасение. Он осознал, что этот зверь пришел к нему в трудную минуту и стал его спасителем. Дедушка не знал, как объяснить такое происшествие, но чувствовал, что судьба дала ему второй шанс. После этого события Илья Сергеевич решил начать все сначала. Он продал свой старый дом и с помощью полученных средств выплатил свои долги. Дедушка переехал в другой город и начал новую жизнь. Он больше не полагался на других, а только на самого себя, стараясь жить по собственным правилам. История Ильи Сергеевича и волка стала для него уроком о том, что даже в трудные моменты всегда есть надежда на лучшее. Волк стал символом силы и защиты для Ильи Сергеевича, напоминая ему о том, что он смог преодолеть все трудности и начать новую жизнь. В дальнейшем дедушка больше не испытывал никаких проблем с долгами или коллекторами. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.